Друзья, всем привет! Сегодня в нашем ролике снимается мелкий моделирующий комбик под названием Mighty Light BT от легендарного бренда Nux. Прибор этот не новый, но достаточно часто просили про него снять в комментариях обзор, что мы, соответственно, и делаем. И сразу взглянем на коробку, на которой написано про функционал этого прибора. При скромном размере функционал достаточно богатый. Итак, мощность 3 Вт, это никому не интересно, интересно другое. То, что он умеет в Bluetooth, тут написано, 3 канала есть, соответственно, разной степени перегруженности, есть барабаны. О чем не написано на этой коробке, так это то, что он еще умеет и в эффекты. Ну и дальше надо уже вникать в тонкости управления, благо тут ничего сложного нет. Сейчас посмотрим на ручки, что они обозначают и зачем они, собственно, нужны. Итак, volume, gain, тон, я думаю, тут, собственно, понятно. Они регулируют громкость, уровень перегруза и тон. У нас нет тут никаких трехполосных эквалайзеров, все очень просто. Дальше delay, reverb, вот он крутится туда. Дилей, в другую сторону ревер, тоже все, в принципе, понятно. Есть всяческие нюансы дальше у нас. Вот здесь у нас переключалка каналов, то есть по степени перегруженности зеленый, желтый, точнее он оранжевый какой-то, и красный. Красный — это совсем дисторшн. Дальше у нас есть переключатель барабанов, там есть хитрости, я потом уже, когда буду демонстрировать сами барабаны, расскажу. Индикатор Bluetooth, он еще как и Bluetooth. Колоночка умеет. Колоночка, на самом деле, конечно, так себе. То есть музыку с этого прибора я бы слушать не стал, но под минуса играть самое то. Ну и тэп-темпо, пауэр. Вот тюнера нету, вот это грустненько, кстати. Теперь звуки послушаем. Начнем с чистого, все по традиции. На хамбакерах чистый очень даже уже и не чистый получается, то есть довольно сильно подгружает, поэтому, я не знаю, гейна попробую поменьше сделать. На минимальных значениях, да, чистый есть, но он такой уже немножко хрустящий. Вы сами понимаете, да, что от такого аппарата ждать там каких-то чудес не нужно. Играет, и на том спасибо. Лишь бы звуки в целом читаемые были. Итак, у нас оранжевый режим. И красненький. Тут уже металл, думаю, будет самый настоящий. Ну вот зафонил. Да, сразу оговорюсь, у нас сейчас аппарат подключен в линию, дабы вы могли оценить его потенциал через наушники, примерно так он и будет звучать, как сейчас у нас звучит, но и через микрофон мы, конечно же, послушаем. Давайте ручку тона еще покрутим, послушаем, как она влияет. Ух, КамАЗ песка завезли. Минимальное значение достаточно экстремальное. Это примерно как если к репетиционной базе подходить, там метрах в 20 от двери, примерно так начинает звучать. Крайние значения не нужны. Примерно на четверть в ту в другую сторону, в принципе, работает и довольно-таки неплохо, потому что звук становится кусач. Тут прям совсем уж такой ватности не ощущается. И давайте перейдем к эффектам. Я, наверное, сделаю на оранжевом пресетике. Вот, послушаем, как звучит дилей. У нас бодро заморгало тэп-темпо. Довольно симпатичный дилей. Естественно, не очень прозрачный он, как и положено для подобного плана аппаратов, но тем не менее. Так, и, наверное, реверочек послушаем еще. Гейна можно и поменьше сделать.
совсем уж мало. Естественно, комбик может работать как Bluetooth-колонка. Тут у нас есть индикация, подключается элементарно, то есть никаких там танцев с бубнами не нужно. Просто я у себя конкретно на телефоне выбрал там Bluetooth-устройство, и оно мгновенно подцепилось, в отличие от некоторых приборов, где были проблемы, тут все сработало хорошо. И дальше переходим еще к одному элементу, очень важному для конкретно этого комбика. Это барабаны, они запускаются вот этой кнопочкой. Тут есть у нас еще тэп-темпо, то есть можно таким образом можно управлять. Единственное, конечно, тут нет никаких BPM, все в попугаях, так сказать, и это не очень комфортно, но тем не менее. И есть еще одна скрытая опция, которая, не очевидна. При удержании вот этой кнопки можно выбрать стиль. Как видите, все от метронома до более-менее там разнообразных жанровых представителей есть. То есть фанк, металл, рок, блюз, что-то такое тут есть. В принципе, можно позаниматься. Естественно, звуки не будут полноценным каким-то вариантом ударной установки, но что-то такое можно поиграть. В принципе, опять же, подключиться в линию, играть в переходе тоже можно. Кстати, про линию и про поиграть в переходе. У нас тут есть сзади батареечный отсек, куда батареечки вставляются, и он сразу становится мобильным, что его функционал тоже добавляет. Комментарий, для кого и для чего этот аппарат предназначен, я думаю, тут излишне, все предельно понятно. Это из серии бросить в спальне, когда там с гитарой посидеть, взять куда-нибудь в поездку, благо мобильность позволяет это сделать, куда-нибудь на дачу его закинуть. То есть такой непритязательный аппаратик, на котором можно позаниматься, что-то там под барабаны, звук более-менее есть. Он звучит, но без изысков. Как Bluetooth-колонку его тоже в принципе можно использовать, но, конечно, хорошего звука вы тут явно не получите, но факт, это такой портативный, достаточно маленький, компактный аппарат, который можно куда-нибудь взять для поиграть.
Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете про этот аппарат, купили ли вы его себе, либо что-то постарше, помощнее, типа той же самой Yamaha THR, либо аналогов. Обязательно лайки, подписки и всем до скорой встречи в новых роликах. Все, давай с Артур же тогда прощаться. Что? Все, Да. прощаемся, давай, поехали. Микрофон. Не, сейчас попрощаемся. А, Да. В общем, Давай. Покажи своим видом, что это шутка. Легендарного. Да, да. Легендарного. да, Правильно говоришь. легендарно. Давай, пишем. Да.